Срыв мирных переговоров. Российский министр обороны внезапно прибыл в Северную Корею, а в России заговорили о необходимости собрать тревожный чемоданчик. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Новая атака и масштабный пожар. БПЛА долетели до Ростовской области, региона с большим количеством военных объектов РФ. Путин пытается помешать Трампу. Новое заявление о срыве мирных переговоров между Москвой и Киевом. Грузия протестует, а на территории Беларуси россияне создали фильтрационный лагерь. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. ВСУ продолжают уничтожать военные объекты на территории России. Известно о как минимум 47 БПЛА, залетевших в воздушное пространство РФ. Такую статистику опубликовала российская Минобороны с традиционным сообщением о том, что потерь нет. Но так не думают жители Ростовской области. Там масштабный пожар на нефтебазе. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области не пишет в своем телеграм-канале о прилете, но признается, что на одном из промобъектов крупный пожар. Перед этим слюсарь сообщал об атаке. Средства ПВО отражают массированную воздушную атаку врага. На данный момент на северо-западе Ростовской области уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА. Нефтебаза «Атлас» находится под Каменском, сообщают российские СМИ. Этот объект известен хранением нефтепродуктов, которые используют в военных целях. В Генштабе ВСУ подтвердили удар по этой нефтебазе и уверяют, что кроме этого уничтожили ЗРК «Бук-М3». Отмечу, что в 2020 году на территории нефтебазы проходили совместные учения Минобороны и Росрезерва «Кавказ-2020». Российский министр обороны Белоусов внезапно появился в Северной Корее. Визит, который заранее не анонсировали, начался в пятницу 29 ноября. Глава российского Минубийства встретился с новоназначенным министром обороны КНДР Но Гванчхолем. Деталей встречи немного. Белоусов лишь уверяет, что Москва настроена реализовать все достигнутые договоренности между Путиным и Ким Чен Ыном. Северокорейский министр же заявил, что для Пхеньяна приоритетом является боевая дружба армий двух стран. Напомню, что сейчас против Украины воюет и северокорейская армия. Ким Чен Ын отправил в РФ 11 тысяч своих военных. Кроме того, снабжают Россию снарядами. Российская промышленность, она не обеспечивает потребности российской армии так, как этого бы им хотелось бы. Поэтому они прибегают к помощи Северной Кореи. И снова-таки не только в ракетном, но и в снарядном плане. Поэтому совершенно точно значительная часть различных боеприпасов поставляется в распоряжение Российской Федерации из Северной Кореи. Это, в общем-то, факт подтвержденный, и здесь совершенно точно можно утверждать. Приготовиться и собрать тревожный чемоданчик призвали россиян пропагандисты Кремля. Подконтрольная Путину СМИ РИА Новости опубликовала статью, в которой говорилось о том, что МЧС рекомендует россиянам иметь заранее укомплектованный тревожный чемоданчик. Это в первую очередь касается жителей районов, где могут произойти природные катаклизмы или вооруженные конфликты. Под тревожным чемоданчиком принято понимать базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и тому подобное. Россияне массово бросились искать детали и рекомендации от МЧС в интернете. Запрос стал одним из самых популярных в Google трендах. Однако вскоре выяснилось, что рекомендации МЧС старые. Пропагандисты растиражировали публикацию, которая уже как минимум 4 года. А как вы считаете, случайность это или же нет? Немцы готовятся к войне. В Германии сейчас особое внимание уделяют укрытиям и подземным бункерам, которые, как оказалось, в дефиците. Власти рассматривают государственные и частные объекты, которые можно в дальнейшем переоборудовать под такие защитные помещения. Практически нет действующих укрытий, и мы должны это признать.
Все еще есть помещения, которые когда-то предназначались для убежищ гражданской обороны, но они не соответствуют техническим стандартам, которые нам нужны. Это также связано с тем, что, когда мы говорим о гражданской обороне, нам необходимо знать, что представляет собой угроза и какова цель защиты. И оба эти вопроса еще не получили ответа, но все еще обсуждаются. Ранее немецкие СМИ сообщали, что в Германии разрабатывается целая сеть бункерных укрытий. Бомбоубежища собираются оборудовать в правительственных зданиях и на станциях метро. Напомню, как ранее рассказывала команда Нехта, немецкая разведка предполагает, что до конца этого десятилетия Россия будет в состоянии напасть на одну из стран НАТО. Не исключаются и диверсии в Европе. Что думаете о такой подготовке Берлина? Правильно ли это? Напишите в комментариях. Если Трамп поддержит Украину в военном плане, то у него появится больше шансов заключить сделку с Россией. А вот если сделка будет заключена на выгодных для Москвы условиях, то это, скорее всего, станет прелюдией к дальнейшему конфликту. Business Insider также пишет, что мирное соглашение может быть заключено только при условии, что Украина будет иметь сильные позиции. Этого необходимо добиться исключительно Трампу, уверяют аналитики. Если он откажется от Украины и скажет «я больше не собираюсь это финансировать», США это не нужно, и в результате русские добьются стратегического успеха в Европе, сделав еще один шаг к разрушению системы безопасности в Европе, возглавляемой США, это безусловно будет выглядеть как слабость. Украине необходимо сохранить эффективные вооруженные силы, чтобы сдерживать дальнейшую российскую агрессию. Путин пытается сорвать мирные переговоры и не собирается заканчивать войну. Кроме того, Кремль делает все, чтобы сорвать усилия Трампа по прекращению огня. Такое заявление сделал Зеленский. Он также напомнил о желании Путина ударить орешником по Києву. Йому закінчення цієї війни не потрібне. Більше того, Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм орешником зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інаугурації. Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло. Щоб він не зміг закінчити війну. Путін єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. І саме тому путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати президента Америки йти на умови Росії. Ми розуміємо всі наявні загрози. Будет ли Путин готов вывести свои войска, как считаете? И что может его заставить это сделать? Какая сила или оружие? Каким вы видите конец этой войны? Пожалуйста, напишите об этом также в наших комментариях. Территория Беларуси стала не только местом дислокации российских оккупантов, но и местом для фильтрационного лагеря. Белорусский расследовательский центр в сотрудничестве с командами расследователей из Беларуси и Украины установил, что в городе Наровля Гомельской области в начале полномасштабного вторжения РФ действовал такой лагерь. Мяркуючы па спадарожнікавых здымках, расійскія вайскоўцы былі тут як мінімум да пачатку траўня 2022 года. Туда привозили как военных, так и гражданских украинцев. Люди подвергались пыткам и избиениям. Место расположения фильтрационного лагеря удалось установить благодаря рассказам тех, кто побывал там, а также благодаря спутниковым снимкам и сюжетам российских пропагандистов, где показали необходимые для поиска детали. Лагерь, в котором удерживали пленных, российские оккупанты разбили на территории, которой владеет Припятский альянс. Грузия протестует. На улицах массовые задержания и бойня. Полиция накануне применяла силу против людей, которые вышли на протест из-за несогласия с действиями власти. По всей стране стихийные акции протеста начались 28 ноября после заявления премьера Ираклия Кабахидзе. Он решил, что Грузия приостанавливает переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года. Мы злимся.
Этот гнев накапливается, и вот настал этот день. Сегодня они решили положить конец нашей истории, всему, чего мы достигли за последние 30 лет. И не только за эти 30 лет, но и за последние, может быть, 100 лет. Они просто решили покончить со всем сегодня. И мы не позволим им этого сделать. Мы больше не будем этого терпеть. Сегодня все должно быть решено. Кто мы и куда мы идем. I do think I would do this entrance, like off that. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.